Алиса, как дела? Решила освежить в памяти теорию струн. У вас что-то срочное? Алиса, поставь таймер на 1 минуту. Поставила таймер на 1 минуту. Алиса, расскажи анекдотик. Вы прямо как строгий учитель на уроке. Алиса, ну расскажи анекдот. Как быстро летит время. Скоро вырастет целое поколение людей, никогда не стоявших на картонке на рынке. Ванечка здесь разговаривает на кухне тоже. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Иван, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вам рассказать о Яндекс-станции Мини второго поколения. Вот о такой вот с дисплейчиком, которую я приобрел специально для этого обзора. Ну и вообще-то хочу ее использовать. У меня уже есть маленькая Яндекс-станция вот такая вот. Она у меня трудится прекрасно себе. У меня есть Яндекс-станция Макс на кухне. Но вот что характерно, у этой Яндекс-станции Мини нету дисплейчика, да? А это очень нужная вещь. Вот, например, у меня в комнате есть часы. Вот такие вот электронные, старые. У них даже есть радио. Но это радио звучит, как вы сами понимаете, что. А вот в этой колонке заявлено отличное звучание. И у нее есть дисплей, на котором как минимум будут часы. Ну и плюс он многофункциональный, будет всякую погоду там показывать или еще что-то. В общем, без лишних слов, погнали распаковывать и настраивать. Вперед! Ну что ж, давайте вскрывать. Такая вот коробочка. Написано здесь Яндекс-станция звучит как надо. Никаких вот хвостиков тут нет для открытия, поэтому придется пользоваться ножичком. Раз. И все. Погнали. Открываем. Так. Что у нас в коробке? Интересно. Так, у нас здесь вот сразу приклеено к крышке пакетик с документацией, инструкцией. Знакомьтесь, это ваша Яндекс-станция Мини. Ну-ка, что здесь в пакетике? О, тут какие-то блестящие наклейки. Это простая первая инструкция, как запустить. Это блестящие голографические наклейки. Класс. Я сотрясаю воздух. Ну, посмотрим, как ты сотрясаешь. Отлично. Достаем колонку. Такая черная колонка. Что тут еще? Ох ты, какой серьезный, зарядный такой комплект. Все, больше коробки ничего нет. Ну что же, тут, как я и предполагал, хотя не предполагал, что здесь разъем не USB Type-C, а какой-то обычный проприетарная пимпочка. Ну, наверное, это не так важно, в конце концов, для такого устройства, как, собственно, и для часов, да, которые предполагается заменить этой штукой. Так, снимем пленочку с зарядки. Все, конечно, не так, как у Apple красиво, но почти, почти. О, красота. «Я» написано на блоке питания. Вот видно, «Я» написано. Да, у нас тут сегодня дневной свет из окна, поэтому мы вот так вот вступаем. Ну что же, вот колонка. Как-то не очень красиво запакована. Может, мне такой экземпляр попался. Давайте его откроем аккуратненько. Достанем. Оп. Ну вот что я вам хочу сказать. В общем, выглядит нормально, так же, как и та выглядела. Где она тут у меня та? Ну-ка, иди ко мне. Вот она та. Это явно размером побольше, покрупнее. Наверху нет регулировки сенсорным способом громкости. Есть резиночка, которая черная. Я разочарован. Я хотел такую резиночку, которая была бы такой. Привык к ней, она классная. Ладно. Так, открыли. Теперь что? Теперь надо включить, да? Что у нее есть? У нее есть блокиратор микрофона, 3,5 дюйма джек и питание, скорее всего. Сзади написано Яндекс и некоторые ID. Так, ну что? О, я уже залапал ее пальцами. Смотрите, вот прямо остаются такие вот следы от пальцев сразу. Что означает, что не надо лапать. Не надо трогать, без дела. Давайте ее просто прям включу при вас. Ничего не знаю, как это будет. Воткну питание. Тут не ошибешься. И в электричество воткну. Чик. И ждем. А заодно я подготовлю сейчас свой телефон, чтобы можно было ее сразу подключить. Я уверен, что для подключения нужно будет запустить приложение Яндекс. Запустим приложение Яндекс. Это Алиса. Рада знакомству. О! Я живу внутри вашего устройства. И сейчас расскажу, как его настроить. Сначала установите на телефон приложение Яндекс. Или обновите его до последней версии.
Затем откройте выслушаем приложение, эту стандартную выберите инструкцию. в меню пункт «Устройство» и следуйте инструкциям. Как только вы закончите настройку, мы с вами сможем поговорить. Но не раньше, так что немного терпения. Так, моргает. Я беру телефон, запускаю приложение Яндекс. Вот здесь вот я не вижу, где у меня тут какие устройства, ничего не понимаю вообще. Наверное, нужно нажать куда-то сервисы. Устройства. Вот она не сказала сервисы устройства, а надо сервисы, потом устройства. И вот она говорит, что сразу сама обнаружила найдена станция мини. Подключить. Настройка станции мини, я согласен, продолжить. Ну, тут мой дом. Тогда выбрать. Выберите сеть Wi-Fi, через которую устройство будет подключаться. Тут говорили, что она поддерживает теперь 5 ГГц. Вот попробуем 5 ГГц. Так, пароль правильно, не надо показывать никому. Продолжить. Ну что, идет подключение. Посмотрим, что из этого выйдет. Засекаем время. Время пошло. Опа, устройство подключилось к Ваша Wi-Fi. колонка настроена. Осталось только обновить прошивку. Ну что, это самая быстрая настройка, которая была. Вот, и здесь приложение пишет, что станция мини обновляется. Это займет примерно 5 минут. Ну что ж, дадим ей возможность обновиться, а потом вернемся к нашей съемке. Пока что, пока-пока. Болтать с вами или включить какую-нибудь музыку. Вот она настроилась. Если не знаете, с чего начать, просто спросите меня, что я умею. Алиса, что ты умеешь? Вы можете поставить таймер или будильник. Например, скажите «поставь таймер на 5 минут» или «поставь будильник на 9 утра». Хотите узнать больше? Скажите «да». Итак, мы видим, что в наших устройствах появилась Яндекс-станция мини-2, 5617 какая-то. В общем, добавьте ее в комнату. Ну, давайте ее добавим в большую комнату. В большую, здесь она будет стоять. Все, теперь она у меня стоит в большой комнате. Как у вас все сложно? Алиса, помолчи. Так, вот она будет помолчать. И посмотрим, что же она показывает на своем дисплее прекрасном. Она показывает время. Видно? Видно. То есть, как минимум, время теперь она будет мне показывать вместо моих электронных часов. Ну, а давайте спросим про погоду. Алиса, какая сейчас погода? В настоящее время в Москве +8, облачно, с прояснениями. Вот, видите, она показывает погоду. Алиса, прогноз погоды на неделю. В Москве сегодня от +4 до +9, малооблачно. Алиса, спасибо, пока. До свидания. Ну да, ну а вот вообще-то она должна еще при проигрывании музыки тоже моргать на дисплее по-разному. Давайте посмотрим как. Алиса, включи Nickelback. Включали Nickelback. О, видите как? То есть как бы так, как и предполагалось. Алиса, спасибо. Вот уж не за что. Алиса, стоп. Вот, стоп отобразился. То есть все то же самое, что на большой колонке Max. Все здесь также и работает. О, да, сенсорного нет, только вот так регулируется громкость. Да, и при регулировке громкости он показывает уровень громкости. Интересно, что в таких вот больших единицах. Интересно, Алиса, громкость 5. А он показывает 50, когда громкость 5. Как интересно. Класс. Ну что, давайте еще немножечко погромче ее послушаем, чтобы понять, как звучит по музыке. Но в целом, я думаю, обзор закончен. Ничем она так особо не примечательно не отличается. Я вот еще знаю, что есть какой-то стереорежим для колонок. Можно настроить стереопару. Ну, в данном видео я, пожалуй, это рассматривать не буду. В данном видео я решил для себя, что мне на самом деле хорошо. Я заменю свои электронные часы, вот эти вот светящиеся старые, на вот эту прекрасную колоночку. Она у меня будет жить в большой комнате и командовать моим умным домом. Про умный дом я запишу отдельное видео. Если хотите такое видео, ставьте лайк, подписывайтесь и напишите в комментариях, да, хотим такое видео. Ну что, послушаем теперь музыку, как она звучит. И на этом самом позитивном моменте закончим наш ролик. Алиса, включи Сироткин. Включаю Сироткин. За мои желания меня ждет огонь. Что бы я ни делал, от них не уйти.
Ну что, нельзя сказать, что прям звук просто классный, но в принципе приемлемый. Ну что же, вот такое коротенькое видео получилось. Теперь у меня есть вот эта колоночка, она у меня теперь с дисплейчиком. Она должна показывать часы, а она не показывает их почему-то. Алиса, который час? Видно, который час? 12:54. Алиса, поставь таймер на 1 минуту. Готово. 1 минута. Начинаю отсчет. Вот ведь, классная тема. Вот для чего нужен дисплей на умной колонке. Именно для этого. Спасибо вам, что смотрели. Подписывайтесь, поставьте лайк. Пока и всего вам хорошего.